Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня бы мне хотелось поговорить о китайских, хитрых бизнесменах. Почему хитрых? Потому что они копируют все, всегда и постоянно. Так вот, ребят, немножечко такая преамбула такая, да. В 2016 году я приехал сюда в Китай и был поражен, как они строят бизнес. На одной торговой площади, на одном этаже торгового центра может располагаться больше сотни продавцов, которые продают один и тот же товар. И что интересно, у каждого продавца был свой покупатель. На тот момент у меня был магазин в Санкт-Петербурге, в торговом центре. С левой стороны располагался сервисный центр по ремонту телефонов. И с правой стороны поселился еще один сервисный центр. Так вот, первый сервисный центр стал жаловаться управлению, что они разрешили в этом месте открыться еще одному сервисному центру. И что самое интересное, управление торгового центра оправдывалось, что вроде бы как этот сервисный центр открывался как магазин, и они не знали. В этом, мне кажется, сила китайских бизнесменов, что они не боятся конкуренции, в отличие от наших. А все это почему происходит? А потому что китайцы, они видят, если развивается какой-то бизнес, успешно развивается, значит, надо там рыть. Если золото добывать в этом месте, значит, рядом есть еще одно золото. И они начинают копать, везде начинают копать. То же самое касалось техники Apple. Китайцы копировали с нее все. Наушники, телефоны, дизайны, все полностью, да, выпускали разное. То же самое с электромобилями. Компания Lixian выпустила свой стартап. Электромобиль, ладно, гибрид, как вы его называете, Li One. Напомню вам, что на нашем канале вы можете посмотреть разные ролики про этот автомобиль, как мы его покупали, как мы его выбирали. Также есть на нем отзыв после года использования, который мы снимали на него. Так вот, Li One вызвал фурор просто на китайском рынке. Он в какие-то месяцы просто бил рейтинги продаж по электромобилям в Китае. И, естественно, это не могло пройти мимо рынка китайского. К нему начали приглядываться китайские производители и начали копировать кое-какие детали из него. Непосредственно компания Lynk & Co выпустила свой гибрид, который очень-очень внешне похож на Li One. В прошлом году, в 2020-м, вышла рестайлинговая модель Li One, на которую мы также снимали обзор, вы можете посмотреть по этой ссылочке. А в этом году, в 2022 году, Li One обещал выпустить новую модель. Я думал, что она будет называться Li 2. И действительно, компания Lixian в этом году выпускает новую модель. Будет называться она L9. А знаете, что интересно? Lynk & Co выпустила копию, про которую я сейчас только что сказал, с названием 09. Возможно, совпадение, но это не точно. Вообще, с чего начался этот ролик? Ребят, наш друг Антон принимал участие в съемках рекламы нового электромобиля XPeng G9. Опять же, 9, везде цифра 9, магическая. И Антон прислал мне инсайдерские видео со съемки, которые нельзя было разглашать. На них было четко видно машину, четко было видно ее уже готовый дизайн, который выйдет тоже в этом году, в 2022 году. И на следующий день в интернете я читаю статью про то, что компания Lixian выпускает новую модель L9. В этой статье были вставлены фотографии точно такого же автомобиля, который прислал мне Антон со съемки. Как вы думаете, кому я больше поверю? Антону, который непосредственно присутствовал на съемках рекламы с владельцами компании XPeng и видел это все вживую, или какой-то статье, да? Естественно, первая моя мысль была такая, что просто создатель статьи решил хайпануть и взял фотографии с интернета от менее известного XPeng и поставил логотип Lixian. Но потом я решил разобраться. Мы связались с компанией Lixian, узнали, уточнили, и они действительно подтвердили, что L9 есть, уже он произведен, и на выставке будет представлен готовый образец. И мы получили фотографии Lixian L9. И знаете, что самое интересное? Это просто идентичные автомобили с виду. Но я заметил разницу, ребят. У них разный бампер и решетки радиатора. L9 и G9. И еще у Lixian
L9 есть лидар на крыше, а у G9 лидары, как и у X5, который мы снимали недавно, посмотрите обзор, встроены в бампер. И вот что, ребят, как вы считаете, вот это нормально, что просто выходят две машины просто одного, сука, дизайна? Как так вообще? Хитрые китайские бизнесмены. И внутри тоже, посмотрите фотографии, вот это L9, вот это G9. Мы, опять же, связались с компанией Lysian и попросили их предоставить нам максимальную информацию о будущем автомобиле L9. Не вся информация сейчас доступна, потому что все-таки автомобиль еще не представлен, автомобиль будет представлен, но кое-какая информация у нас уже есть. И сейчас мы вам ее предоставим. На улице стройка, у нас тут шумят, поэтому мы закрылись в машине с идеальной шумоизоляцией Li-One и поговорим про новый L9. Гибридный кроссовер Li Auto L9 или Lysian должен дебютировать на автосалоне в Пекине в апреле 2022 года, то есть уже в этом году и в этом месяце. Предполагаемая стоимость автомобиля от 450 тысяч до 500 тысяч юаней. Ребят, что-то как-то выходит компания Lysian за рамки таких среднего класса. Уже приближается к лидерам нашей ценовой таблицы электромобилей. Если помните, на обзоре Li-One я рассказывал, что изначально Li-One не зашел на китайском рынке, так как он не нашел свою аудиторию. Для аудитории, которая хотела бюджетный электромобиль, он был слишком дорогой. Для аудитории, которая хотела что-то такое качественное, какую-то замену, возможно, европейским брендам, он был слишком дешевый. И наверняка в компании Lysian решили пойти в противоположную сторону от народа. L9 имеет длину 5,2 метра. Если вы помните, Li-One имеет длину 5 метров. Ширина 2 метра, высота 1,80 м. Колесная база 3,1 метр. Светодиодные полосы на переднем и заднем бампере, скрытые дверные ручки и лазерный лидар на крыше создают яркий образ автомобиля будущего. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и двумя электродвигателями производства Great Wall, он же Havail. Так вот, кто, оказывается, делает электродвигатели для Lysian. Вот мы и выяснили. Суммарная мощность двигателей 449 лошадиных сил и 620 ньютон-метров крутящего момента. Все это позволяет разогнаться от этой махине, кстати, вес я не знаю, до 100 км в час за 5,3 секунды. Автомобиль оснащен мощной батареей емкостью 44,5 кВт-часов. Ну, насчет мощной, тут, наверное, я погорячился сказать мощной. Можно было поставить более мощную, там, в районе 80-90 кВт-часов, и сделать запас хода на батарейке побольше, конечно же. Потому что вот здесь, с этой батарейкой, у L9 будет запас хода на батарейке 215 километров. А суммарный запас хода с использованием бензинового и электродвигателей 1315 километров. Расход топлива на 100 километров 5,9 литра. Ребят, вот здесь, честно говоря, мне не верится. Батарейка практически остается точно такой же, как и у Li-One. Мощность двигателей увеличивается, а заявленный запас хода на батарейке они заявляют больший. То есть у нас в рестайлинговой версии 188 километров, а здесь 215. Масса автомобиля, скорее всего, будет больше. Коэффициент лобового сопротивления ниже. И как? Наверное, хитрые китайские бизнесмены просто изменят буквы. Вместо NEDC будет CLTC. Вот и все. Ребят, ну а что касается интерьера автомобиля, то здесь, конечно, для меня это прям очень-очень спорное решение. Они убрали приборную панель водителя, которая мне так нравится в Li-One. Ребят, ну как так, а? Как лишить водителя приборной панели? Я не знаю, но это, это же как от сердца. Для меня вот всегда было вот это вот расположение с козырьком, вот эти вот экранчики, полноценная приборная панель. Это то, что must have, то, что должно быть во всех автомобилях. И какие-то там маленькие мини-экранчики меня всегда раздражали. Вот даже Yuan Plus, которого мы так долго ждали, из-за того, что они сделали этот маленький дисплейчик, он просто разорвал мое сердце на части.
И сейчас компания Lysian хочет сделать то же самое. Она хочет просто уничтожить мой идеал. Да, они заявляют, что будет какой-то супер проекционный дисплей, который будет максимально информативный, которого еще нету ни в одном автомобиле. Посмотрим, но заранее я прям очень-очень расстроен. Слушай, ну я прям верю в этот дисплей проекционный. Если действительно там анимационная графика такая, что там, то есть, показывается, где люди, пешеходы ходят и тому подобное. То есть если он заменит полноценный тебе панель приборов, только она уже будет на лобовом стекле, то это, в принципе, даже, наверное, как-то лучше для безопасности. А как быть, когда солнечный свет, когда у тебя ярко светит солнце, когда ты просто даже без очков не можешь ехать? Как на этом? Ну, тачка будет стоить практически 500 тысяч юаней. Наверное, уж как-нибудь придумают поярче это сделать. В общем, ребят, ждем тест-драйв, да? Для этого подписываемся на канал, чтобы не пропустить. В интерьере автомобиля присутствует 5 интерактивных экранов. Первый – это проекционный дисплей. Второе – это интерактивный экран безопасного вождения. То есть это маленькая, вот такая вот маленькая панелька, которая где-то будет или в руле, или за рулем, непонятно как. Следующий – это центральный экран управления. Далее дополнительный развлекательный экран для пассажира. И пятый экран – это развлекательный экран для пассажиров заднего ряда. Размеры экранов 15,7 дюйма. Что касается автомобиля G9, с которым мы сравнивали L9, то там они все-таки оставили приборную панель водителя. И это очень правильное решение. Передняя подвеска имеет конструкцию с двойным поперечным рычагом, а задняя пятирычажная, что обеспечивает кроссоверу комфортное вождение. Пневматическая пружина может автоматически опускать кузов на высокой скорости. Кроме того, это обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, а также комфортную погрузку и выгрузку багажа. Автомобиль будет оснащен лидаром, который расположен в крыше над лобовым стеклом. С технической точки зрения положение лидара в верхней части относительно подходящее. Дальность обнаружения за счет этого будет больше. Но внешний вид и ветровой коэффициент сопротивления от этого пострадают, конечно. Особенностью интеллектуального управления автомобилем является схема построения трехмерного окружающего пространства, в состав которой входит 6 микрофонов и датчики 3D. Изменения также коснулись заднего ряда. Для пассажиров заднего ряда теперь, кроме мультимедийного дисплея, у них также будут откидные столики и так называемый термобокс с возможностью регулировки температуры. Также, судя по фотографиям, интересный момент с трансформацией третьего ряда. Как-то все там по-хитрому они сделали, и какие-то есть возможности дополнительные для складывания сидений третьего ряда. Акустика в Ливане для меня вообще одна из самых идеальных, и даже в европейских брендах я не видел такого качества звучания звука. Но компания Lysian этого оказалось недостаточно, и они решили полностью обновить всю акустическую систему. В L9 будет 21 динамик. Общая мощность звука 2160 Вт. Заявляют они 7 колонок общего назначения, 4 высокочастотные и 3 сабвуфера. А вот куда делись еще 7 динамиков, об этом история умалчивает. И вообще компания Lysian заявляет о том, что это будет идеальный звук для автомобиля. Вот такой будет Lysian L9 или Li Auto L9, как говорят у нас в России. Друзья мои, но это не все. Нашему другу Антону удалось сделать тест-драйв электромобиля G9 от компании XPeng. И сейчас он вам расскажет про это. Всем привет! Ну как тест-драйв, Леш? Был этот 3 минутки буквально езды через пару лежачих полицейских, чтобы показать, как работает подвеска. И, если честно, я совсем ничего не понял. Мне кажется, там был предсерийный автомобиль, и она там работала, как у всех автомобилей. Но тем не менее, да, я посидел внутри, пощупал руль. Ощущения такие интересные, я могу сказать. Там плямба такая на руле, своеобразная. То, что как экраны выглядят, тоже очень, интересно. Никто так еще не делал. В общем, по фотографиям, по видео вы сейчас все увидите. Меня заинтересовал этот автомобиль больше с той стороны, что они как бы с Li Auto 9, L9 должны как-то пересекаться. И получается, что по тому сценарию, по тому тексту начитки, который мы делали, как бы там есть две основных фишки. Первое — это голосовой помощник.
Он не позиционируется там как голосовой помощник, в принципе. Он позиционируется как голосовой персональный менеджер. То есть тот автомобиль, который вы будете постоянно управлять, да, которым будете постоянно сидеть, он будет адаптироваться под вас. То есть в целом они хотят позиционировать это так, что это искусственный интеллект, который полностью понимает ваши привычки, слышит ваш картавый голос, либо там что-то еще, и выполняет все ваши просьбы. Не в плане как команды, что вы подбираете там что-то там, как раньше было, expand, пожалуйста, открой окно. Ты можешь просто сказать, открой окно, заднее. И он тебя поймет, и он откроет. То есть можно сказать, я хочу пива, и он тебя подвезет К ближайшему, да, магазину, где продается пиво. То есть, наверное, вот так вот это будет. Очень интересно, конечно же, посмотреть. И вторая особенность, которая меня заинтересовала при начитке текста, это умная подвеска, которая как бы запоминает состояние дороги, по которой вы уже проезжали. Из текста было вот так понятно. Мне очень интересно, как это все будет выглядеть. Антон, Да. тебе заплатили деньги уже за него? Да, За рекламу? уже да. А ты можешь нашим подписчикам слить весь этот текст, который был начитку? Блин, а меня не засудят, я ж там это подписывал все, а не разглашение. Я вот прям как-то сыкую все сливать-то. Как бы видосики, фоточки еще можно, а скрипт там прям под нас готовилось это все. Но мы что-нибудь придумаем и как-нибудь аккуратненько это все сольем. В Телеграм? Да, в Телеграм. Ссылочка в описании будет. Вот, так что открывайте, смотрите, заходите в телегу, подписывайтесь на наш канал. Там, кстати, мы будем публиковать и статьи, и инсайдерские всякие фоточки. То есть мы будем стараться максимально вас радовать новинками в письменном тексте о том, что происходит вообще на рынке электромобилей в Китае. Скоро уже будет выставка, на которой мы увидим вживую L9 и, конечно же, расскажем вам о нем. Поэтому не забудьте подписаться на канал, оставайтесь с нами, и у вас все будет хорошо. Но мы поехали снимать ролики дальше.